Всем доброго времени суток. Сегодня на этом видео мы будем говорить о новостях, таких как Non-Farm, CPI, FOMS, о самых мощных драйверах рынка, о торговле в новостном фоне. И самое главное, мы подробно поговорим о том, как превратить новостную волатильность в ваш источник прибыли. Многие трейдеры боятся новостных дней, предпочитая оставаться в стороне, но именно в моменты максимальной новостной неопределенности скрываются лучшие торговые возможности. За 20-30 минут можно заработать столько же, сколько обычно приносит недельная торговля. В этом видео мы разберем, как правильно подготовиться к выходу ключевых новостей, какие именно данные двигают рынок сильнее всего, и узнаете проверенные стратегии и модели входа для торговли на новостном фоне. И внимание! Торговля на новостях требует четкой дисциплины и понимания рисков. Сегодня вы получите конкретные инструменты, которые помогут вам действовать уверенно в самые волатильные моменты рынка. Готовы превратить рыночный хаос в систематическую прибыль? Тогда начинаем. Данная концепция торговли на новостях разработана именно для работы с индексами. Почему это работает только на индексах? Индексы имеют закономерность показывать очень похожие действия на конкретных новостях, и это повторяется довольно стабильно. На основе этой стабильности и разработана данная концепция. Такую стабильность вы не найдете на Форексе. Именно поэтому я и выбираю индексы. Они дают прогнозируемые сценарии, которые можно использовать в своей торговле. Это, конечно же, не в 100% случаев, но в подавляющем большинстве. Каждый месяц рынок делает самые большие ходы именно на новостях. CPI, Non-Farm, FOMS – это дни, когда индексы проходят в 3-5 раз больше пунктов, чем в обычные дни без новостей. В эти моменты создаются сделки на 500, 700, даже 900 пунктов. И вот главный секрет. 90% трейдеров стоят в стороне в такие моменты, потому что боятся хаоса. А рынок в это время раздает деньги тем, кто знает, куда смотреть. Каждая новость на рынке – это инъекция волатильности. Рынок словно получает новый заряд энергии, и именно в эти дни формируются самые сильные движения недели. Вот тут пример длины хода индекса NASDAQ в новостной день. Это пятница, и как мы видим, цена прошла 520 пунктов за день на фоне новостного заряда. Новостью была Non-Farm – отчет по безработице. А тут пример тихого дня без новостного заряда. И как мы видим, длина хода цены составляет 147 пунктов. Это та же пятница, но только тихий день без новостей. Еще один день, пример новостного дня. Длина хода цены составляет 474 пункта. Среда, тип новости CPI. Опять среда, но уже тихий день, без новостей, и ход цены значительно скромный, 144 пункта. Вот еще один пример дня, когда в рынок заливает волатильность, и это вторник. Тип новости JOLTS, длина хода цены составляет 485 пунктов. А в тот же день, когда не было новостей, цена прошла лишь 120 пунктов. Каждый трейдер знает, что рынок двигается больше всего во время новостей, но большинство боятся входить в торговлю в такие моменты, так как цена двигается непредсказуемо и агрессивно. Во время новостных событий индексы показывают ход, превышающий стандартный дневной диапазон в 3-5 крат. И это не теория, это проверенная статистика. Например, в среду, когда чаще всего выходят новости CPI, FOMS, рынок дает 400-700 пунктов вместо 130-170 в тихий день. В четверг Unemployment Claims, GDP, 350-600 пунктов вместо 150. В пятницу Non-Farm, PPI, до 900 пунктов, что в 5-6 раз больше, чем в день без новостей. В обычный день индексы едва проходят 120-150 пунктов, а в новостной день открывается коридор движения в 500-900 пунктов. Вопрос лишь в том, умеете ли вы брать эти движения. Новости по своему характеру делятся на три типа. Это High Impact, Medium Impact и Low Impact.
High Impact – это самые мощные, которые делают 400-900 пунктов. Эти новости дают экстремальное движение, формируют направление недели, и характер движения – резкие всплески, часто джудо-свинги и лучшие дни для агрессивной торговли. Medium Impact – сильный, но не экстремальный. 250-500 пунктов. Дают надежное движение, часто подтверждают недельный байс, характер более чистые движения, меньше хаоса и часто continuation. Low Impact – локальные, 150-250 пунктов, дают реакцию, но не создают тренд. Чаще работают как ликвидность для старших таймфреймов. Характер ложные импульсы, выносы ликвидности часто работают как подготовка к большим новостям. Понимая эту градацию, вы точно будете знать, когда рынок готовит большое движение. Не все новости равны. Эти три типа новостей отличаются друг от друга по своей силе влияния. Одни запускают мощные тренды, а другие дают лишь краткие всплески. Вот карта событий, которые реально двигают рынок. Топ-3 самых сильных новостей – это Non-Farm, CPI и FOMS. Средние по силе надежные драйверы – это Unemployment Claims, ICM PMI, Retail Sales, ADP Non-Farm. Слабые только как вспомогательные – Flash PMI, Consumer Confidence и Final GDP. Понимая эту иерархию, вы сразу будете знать, где искать самые крупные сделки недели. Да? High Impact News, Non-Farm. Эта новость выходит в каждую первую пятницу нового месяца. CPI выходит обычно по средам и пятницам, чаще по средам. FOMS, решение ФРС, пресс-конференция, чаще всего выходит также по средам. PPI, Producer Price, по четвергам. PCI по средам и пятницам. Unemployment Claims только по четвергам. ICM Manufacturing Service может выйти в любой день недели. ADP Non-Farm по средам. Retail Sales по четвергам. Unemployment Cost Index тоже в любой день недели может выйти. Исходя из статистики, самые сильные сделки рождаются именно в дни новостной волатильности. Но там, где большинство видит хаос и пугается, мы видим систему. Новости не угроза, это шанс для крупных сделок и возможность взять большие РР. В моем курсе я пошагово разбираю, какие события двигают рынок сильнее всего, когда правильно входить и какие модели работают в high-impact новостях. Я покажу, как превратить хаос новостей в структурированную систему с высокой доходностью. Большинство даже не пробует войти в эту дверь, им страшно, но именно там рождаются лучшие сделки недели. Мой курс – это карта, которая шаг за шагом проведет вас туда, где формируются самые сильные движения. Это не теория, это проверенные данные и рабочие модели. Хотите перестать бояться новостей и начать использовать их силу? Добро пожаловать на курс. Новостные дни – это ваш шанс вырваться на новый уровень. Структура курса. Курс построен по шагам. Сначала мы разбираем, как выглядит обычный день без новостей. Затем переходим к ключевым событиям 8.30, таким как CPI, PPI, GDP. После этого вы изучите двухэтапные новостные дни и поведение рынка в 10 утра. Мы разберем ложные движения на новостях, сравним реакцию Америки с Азией и Лондоном и отдельно сосредоточимся на самых мощных драйверах. Это заседание ФРС и отчете Non-Farm. Так, шаг за шагом вы научитесь превращать новостные дни в системную стратегию. От тихих дней до Non-Farm и ФРС. От простых новостей до самых мощных движений недели. 8 модулей, пошаговая система, курс, который превращает хаос новостей в инструмент заработка. В этом видео я открою лишь один модуль из 8. Покажу полный алгоритм хода цены, где искать импульс, как находить вход, что подтверждает направление и где фиксировать результат. Мы разберем все тонкие моменты, как отличать ложные пробои от истинного движения, как фильтровать шум и не упустить главный вход. И все это на живых примерах из чарта шаг за шагом. Итак, модуль 1. No News Trade. Торговля, когда нет новостей. Когда нет новостей высокой важности, мы фокусируемся на 9:30 утра по Нью-Йорку, как на моменте манипуляции.
Вся магия дня обычно сосредоточена вокруг открытия индексов 9.30 по Нью-Йорку. Это окно чаще всего используется как манипуляция ликвидностью, снятие стопов, перед тем, как рынок покажет реальное направление. Почему 9.30? Потому что открывается фондовый рынок США, включаются кросс-потоки, это деривативы, маркетмейкеры, и идет быстрый ребаланс. За ночь накопились очевидные стопы, это high-low Азии, Лондона, премаркет, экстремумы, вчерашние ПДХ и ПДЛ. И алгоритм любит делать ложный пробой, а потом разворот. Поэтому именно 9.30 становится моментом истины. Открытие Нью-Йорка в 9.30 дает два основных сценария. Первый – sweep and reverse. Цена резко выносит стопы и ликвидность против тренда, а потом разворачивается. Мы ждем сигнал на разворот. Это SMT, MSS, CIST и плюс имбаланс. Вход уже в противоположную сторону. Простой образец. Цена сначала обманывает, делает манипуляцию, вынося ликвидность, а потом разворачивается и начинается истинное трендовое движение. Второй сценарий – это sweep and go, вынос и продолжение. В 9.30 цена снимает ликвидность по тренду, например, вниз в медвежьем рынке. Разворота нет, МСС против тренда не формируется. Работаем по тренду, ждем имбаланс на М1 либо М5 и входим в том же направлении от теста имбаланса. Простой образец, цена снимает стопы и сразу идет дальше по тренду. Давайте теперь разберем это все на реальных графиках. Я вам покажу, как это все работает на чартах. Итак, наш первый пример. NASDAQ. До открытия Нью-Йорка осталось 2 минуты. За 2 минуты что мы должны увидеть? Да? Первое, No News Day, торговля вне новостной день. Первая модель, Sweep and Reverse, вынос и разворот. В 9.30 цена резко должна вынести ближайшие стопы, ближайшую ликвидность. Это движение должно быть против основного направления. Вы должны протестировать на этом движении либо имбаланс, либо IFEG, либо ордер блок или брейкер блок. После этого появляется сигнал на разворот, и с подтверждения SMT, слома структуры, мы выполняем вход уже в противоположную сторону. Но до этого мы должны сначала определить, где находится вообще, что у нас творится в графике. Мы должны понять контекст. Итак, 9 сентября, NASDAQ. Что до открытия Нью-Йорка, что сделала цена? Мы видим, да? Локально тут цена сняла ликвидность. Вот здесь мы сняли ликвидность с этого buy-сайда и спустились вниз. Но при этом мы создали еще вот тут low resistant ликвидность. Помимо этого у нас ликвидность еще не тронута в sell сайде. Вот это ликвидность. Поэтому мы должны отметить для себя наши ликвидности. И вот эта ликвидность. И с открытием Нью-Йорка мы должны увидеть первое движение, манипуляционное движение, ложное движение. В какую сторону это будет? Если это будет в buy side, то мы будем искать вход в sell. Если это будет первое движение будет в sell side, мы должны искать вход в buy. Так, вот я отмечу здесь 9.30. Вот он. Как раз следующая свеча это будет открытие Нью-Йорка. После 9.30 цена должна сделать манипуляционное движение. Оп. Смотрим. Мы сняли вот эту low resistant ликвидность. Да? При этом, так, М15 давайте пройдем. На М15 куда мы пришли? К какому пою? Здесь есть имбаланс, но мы не достигли его. И тут есть у нас вот этот инверсионный имбаланс. Вот он. На М15. Вот. И что делает цена? Смотрите. Мы тестируем ровно уровень 0.5 этого инверсионного имбаланса и получаем реакцию. Что творится теперь на М1? Итак, первое. Вынос. 9.30 цена резко выносит ближайшие стопы. Мы сняли ликвидность отсюда. Вот. Сделали ретест инверсионного имбаланса. Дальше. После этого появляется сигнал на разворот. Мы должны проверить, было ли SMT. Итак, мы смотрим.
S&P 500 с открытием Нью-Йорка, он делает минимальное движение, а NASDAQ тестирует 15-минутный инверсионный имбаланс и забирает эту ликвидность. Тем самым мы здесь формируем SMT-дивергенцию. NASDAQ создает равный хаи, а S&P 500 делает fail. Дальше. Теперь нам нужно, у нас есть SMT-дивергенция, теперь нам нужно что? Нам нужен слом структуры. А для слома структуры мы должны сломать вот этот swing low, который образовал этот swing high. Либо вот здесь у нас будет уровень цист, потому что именно эта серия up close candles сняла ликвидность, то есть создала это движение. Дальше идем. Окей. Здесь мы пробили уровень циста, тела. Значит, мы должны отметить наши позиции для входа. Откуда мы можем выполнить вход? Вот тут у нас есть минутный имбаланс. Либо вот этот инверсионный имбаланс. Мы будем смотреть, какой из этих POI удержит цену. Мы сделали слом структуры, пробили телом. Итак, интересный момент, смотрите. Теперь тут S&P 500 формирует новый хай, NASDAQ делает фейл. У нас теперь в этот момент есть SMT моментум. Это очень сильный сигнал, который подтверждает разворот тренда. Теперь нам остается отсюда искать входы. У нас есть слом структуры по ЦИСТу и по МСС. У нас плюс есть уже даже подтверждение слома структуры. Вот тут. Теперь эти POI цена не зауважала, не поддержали. Я буду брать теперь вот этот инверсионный имбаланс в качестве уровня сопротивления. Как только цена закроется телом под этим диапазоном, я открою сделку. Стоп ставлю за этот swing high, который сформировал SMT-дивергенцию. И теперь таргет свой я буду ставить на равные лои. Равные лои где у нас находятся? Вот они. Вот. Здесь цена сформировала относительно равные лои. Поэтому первый таргет, конечно же, будет вот этот swing low. Второй таргет будет именно вот эти равные лои. Стоп за этот swing high. Итак.
И вот наш таргет отработал. И теперь давайте сверим, как цена здесь вела себя. То есть алгоритм. Первое. Вынос и разворот. Вот тут цена выносит ликвидность. Мы формируем разворот. У нас слом структуры через CIS, через MSS, через Confirm. Далее формируется SMT Momentum, который является еще одним сильным дополнительным подтверждением разворота тренда. И после нее от первого инверсионного имбаланса мы выполняем вход. Вот он. И таргет у нас были эти равные лои. И мы видим, что RR у нас составляет 1 к 6. Итак, следующий пример. NASDAQ, 27 августа. Осталась минута до открытия Нью-Йорка. До открытия Нью-Йорка вы должны сначала полностью проанализировать, да, отметить свои пои. Откуда цена может взять реакцию, то есть сделать ретест. Это у нас имбалансы, инверсионные имбалансы, ордер-блоки от старшего таймфрейма. И ликвидность. Итак, 9.29. У нас ликвидность, где она? Очевидная ликвидность — это вот эти равные лои. Вот. Цена еще не забрала эту ликвидность. Плюс под ним у нас еще есть несбалансированный диапазон 15-минутного имбаланса. Вот он. Это в sell side. Здесь еще у нас есть protected low, защищенный low, потому что вот это движение забирало, очищало всю эту ликвидность, поэтому это является protected low. И цена с одного раза не сможет вынести эту ликвидность. В buy side мы, смотрите, полностью здесь ликвидность зачищена. Единственная ликвидность вот тут скоплена ликвидность. Итак, давайте посмотрим, что сделает Нью-Йорк в 9.30. Открылась нью-йоркская сессия. Мы не забрали ликвидность ни с buy-сайда, ни с sell-сайда. Вот тут цена забирает ликвидность с sell-сайда, но мы не протестировали еще 15-минутный имбаланс. Забираем ликвидность опять-таки с buy-сайда, но цена не протестировала никакой пой от старшего таймфрейма. Плюс у нас тут пока что нету никакой SMT дивергенции. Цена находится в консолидации. Есть. Вот тут мы тестируем 15-минутный имбаланс, закрываемся внутри этой свечи, предыдущего лоу, и формируем SMT моментум. Вот тут. Далее, здесь нам остается лишь дождаться теперь слома структуры через MSS, либо через CIS. CIS у нас будет, когда цена пробьет этот уровень, слом структуры у нас будет вот этот high, который образовал этот low. Далее мы образовываем здесь новый swing high, short term high, который образовывает новый low. Поэтому теперь этот уровень будет у нас диапазоном слома структуры. И также вот этот диапазон будет уровнем CIS. Есть. Мы делаем слом структуры, подтверждаем телом, пробиваем уровень CIS телом. Теперь нам нужно найти точки для входа. Это может быть инверсионный имбаланс,
либо брейкер-блок. Вот этот брейкер-блок. Либо от теста нашего уровня CIS. Вот этот уровень. А3 теста. Мы делаем тест нашего брейкер-блока. Плюс тут есть имбаланс минутный. Так что можно открывать позицию на buy. И таргет будет, первый таргет у нас будет вот эти равные хаи. Вот. Даже можно взять buy side азиатской сессии. Стоп мы поставим за наш swing low, который образовал SMT дивергенцию. Вот так. В таких случаях можно даже ставить стоп под брейкер блок наш. Вот этот под брейкер блок. Если вы хотите побольше РР. Итак, давайте посмотрим, как цена дальше двигалась. Есть. Мы достигли своего таргета. Вот. И давайте опять пройдемся по нашему чек-листу, как цена двигалась тут. Первое. В 9.30 цена резко выносит ближайшие стопы, ликвидность против основного направления. В 9.30 это не имеется, чтобы цена сделала это движение именно с открытием нью-йоркской сессии. Нет. Имеется в виду, что в ближайшее время от 9.30 где-то 9 до 10 часов. То есть именно в этот промежуток времени цена должна сделать манипуляционное движение. И после этого, когда цена заберет ликвидность, протестирует POI в виде имбаланса, инверсионного, либо ордер-блока, брейкер-блока, после этого у нас начинается истинное движение, трендовое движение. Вот оно. И давайте теперь посмотрим, сравним два актива. Так. Вот тут было еще одним дополнительным подтверждением, что мы забрали вот эту ликвидность с sell-сайда на NASDAQ. Мы забрали. Но на S&P 500 мы не смогли забрать эту ликвидность. Вот она осталась нетронутой. Тем самым мы здесь сформировали SMT Direction. Этот SMT подтверждает разворот тренда. Первый сигнал, который говорит о начале разворота тренда. Плюс мы протестировали вот 15-минутный имбаланс. Есть. Забрали ликвидность эту. Вот она. Ликвидность. И только после всего этого цена дальше. Подтверждением было, что у нас SMT дивергенция, слом структуры через MSS, либо через CIS, и вход через имбаланс. Либо через инверсионный имбаланс, либо брейкер-блок. Вот. Все тут у нас есть, имеется. Я покажу. Вот наш имбаланс минутный. И цена как раз делает тест этого минутного имбаланса. И начинается расширение. Вот оно. Ничего сложного. Алгоритм понятен, да? 9.30. Открытие Нью-Йорка. Первое манипуляционное движение. Вот обманное движение. Вынос ликвидности. А потом разворот и начало расширения. Еще один пример. 25 августа. NASDAQ. У нас осталась минута до открытия Нью-Йоркской сессии. И мы смотрим контекст, какой у нас.
Отмечаем ликвидности. Вот у нас тут есть buy side ликвидность и плюс 15-минутный имбаланс. Вот он. Это в buy side. То есть вот ликвидность и POI от старшего таймфрейма. Теперь это в buy side. Что у нас находится в sell side? В sell side у нас то же самое. Есть ликвидность. Вот это low resistant ликвидность. Вот у нас тут есть равные лои. Тоже отличный таргет для цены. А также есть большой BC, который был протестирован незначительно. Вот он. У нас два сценария. Если цена намерена дальше продолжить шортовое движение, то цена должна снять ликвидность сверху, образовать SMT-дивергенцию, дать нам слом структуры, и мы должны потом входить в шортовом направлении. Но если цена намерена двигаться, здесь сделать разворот, потому что у нас тренд шортовый, и тут, если цена в Нью-Йорке намерена сделать разворот и перейти в лонговый тренд, то цена должна снять sell-side ликвидность, протестировать этот 15-минутный баланс, дать нам слом структуры, и только после этого мы должны войти в сделку. Давайте посмотрим, как цена будет двигаться с открытием Нью-Йорка. Открытие Нью-Йорка мы сняли полностью buy-side ликвидность, даже вот отсюда, протестировали 15-минутный баланс, дальше двигаемся, упс, и цена резко падает, забираем sell-side ликвидность, вот эту, тестируем 15-минутный баланс, и давайте посмотрим, что дальше будет. Теперь нам нужно увидеть, проверить, было ли SMT. Есть engulfing candle, то есть свеча, которая поглотила медвежью свечу. Теперь мы можем проверить, было ли SMT, дивергенция была ли, сформировалась ли. Да, как мы видим, тут цена, вот этот лоу на S&P 500 не был зачищен, а на индексе, так, NASDAQ, вот, мы обновили этот лоу. У нас есть SMT дивергенция. Так, теперь нам нужно увидеть слом структуры через MSS, либо через CIS. Если мы будем отмечать вот этот уровень как наш уровень CIS, итак, то вот этот high, сформировавший этот low, будет у нас уровнем слома структуры. Но эта дистанция слишком большая, поэтому нам нужно пока потерпеть, что дальше нарисует цена. Окей. Уровень CIS был поглощен телом свечи. Это подтверждает слом структуры. Теперь для входа мы должны отметить имбалансы, которые не были протестированы. Вот этот имбаланс и этот имбаланс. И мы должны увидеть реакцию цены от этих имбалансов. То есть цена должна протестировать лишь тенью свечи, но не телом. Свеча не должна закрыться телом ниже этих уровней. Либо этого, либо этого. Если телом закрывается, то мы не торопимся открывать сделку. Только когда свеча протестирует хвостом, фитилем и закроется над этим диапазоном, это будет подтверждением. Итак, мы видим, что медвежья свеча пробивает этот диапазон, телом закрывается ниже. Так что этот имбаланс уже невалидный. У нас остается последний имбаланс, который еще не протестирован. Смотрим, что цена будет делать дальше. Итак, смотрим. Здесь цена не уважает ни один из этих имбалансов, но не смогла перебить вот этот медвежий ордер-блок.
который является последним уровнем сопротивления, либо уровнем поддержки, можно сказать. Вот здесь. Этот ордер-блок. Этот ордер-блок удерживает цену. Цена не смогла обновить этот лоу, а все предыдущие имбалансы, они не смогли удержать цену. И теперь этот имбаланс у нас превращается в инверсионный имбаланс. Плюс мы видим, что вот эта большая медвежья свеча была поглощена этой серией бычьих свечей. То есть цена не смогла создать новый lower low, но обновила high этой свечи. Плюс тут теперь смотрим на реакцию свечей в этот диапазон. Инверсионный имбаланс. Все свечи закрываются внутри этого диапазона. Ни одна свеча не смогла пробить этот диапазон. Так что здесь мы можем уже входить в сделку. И стоп-лосс ставим за наш инверсионный имбаланс. И наш take profit будет нацелен на наши равные хаи. Так, где у нас равные хаи? Есть, тут, смотрите, есть сессионные ликвидности. Это ликвидность buy-side Лондона, ликвидность buy-side Азии и ликвидность предыдущего дня, сессия PM, Нью-Йоркской сессии. Самый очевидный таргет у нас будет вот этот buy-side Лондона. Первый таргет. Первый таргет. Потому что здесь и находится относительно равная ликвидность. Второй таргет. Если цена пробьет этот уровень, вторым уровнем у нас будет buy-side Азии. И тут мы видим, что тут тоже есть относительно равные хаи. И вообще тут существует еще low resistant ликвидность. Вот она. Мы можем передвинуть наш таргет либо на buy side, либо чуть-чуть выше на вот эту равную ликвидность. Почему я не ставлю на этот хай? Потому что это high resistant ликвидность. Этот high снимал ликвидность предыдущую, поэтому это protected low считается. Поэтому цена может не дойти до этого high. Я рекомендую ставить ваши take profit всегда, если у вас имеется protected high либо protected low, ставить свой take profit до этого уровня. До этого уровня, где у вас будут равная ликвидность, равные хаи либо лои. Итак. Вот наша точка входа, стоп-лосс, take profit. Здесь уже мы имеем 1 к 7. Окей. Дальше. Если цена дойдет до этого уровня, то наш RR будет составлять 1 к 12. Давайте посмотрим, как цена дальше двигалась. Первый take profit мы забрали. И второй take profit мы тоже забрали. Вот. Еще раз пробежимся по чек-листу. Да? A-модуль Sweep and Reverse. Цена с открытием Нью-Йорка снимает ликвидность. Мы сняли ликвидность. Затем тестируем POI, имбаланс, ордер блок, либо инверсионный. Тут мы как раз протестировали 15-минутный имбаланс. Вот он. Затем мы сформировали SMT. После этого у нас был мы поглотили цист уровень телом. Вот он, цист. После этого сделали тест ордер блока и получили реакцию от ордер блока. Этот ордер блок удержал цену. Далее от теста инверсионного имбаланса мы получили реакцию и выполнили вход. Таргетировались мы
первую очередь равные хаи и сессионная ликвидность. Это buy side. Так, лондонский buy side. Вот он. Дальше уже таргетировались на эти равные хаи. Buy side ID и эти равные хаи. И как мы видим, наш таргет отработал отлично. Вот манипуляция, вот дистрибуция. Это дистрибуция. А это движение было на открытии Нью-Йорка, вот, от 9:30 до 10 часов, до 9:45 можно даже взять. Вот этот промежуток времени, здесь цена делала манипуляционное движение. Это манипуляция. Манипуляция. Ясно, да? Ничего сложного. Алгоритм, видите, алгоритм повторяется. От вас требуется лишь сесть за чарт и сделать бэктесты. Именно когда нету новостей, дни, когда нет новостей, садитесь, открываете эти дни и тестируйте эту модель. И вы увидите, как она будет отрабатывать 80%, даже 90%. Винрейт этой модели очень высокий, потому что я сам это проверял. Еще один пример, 25 июля, индекс NASDAQ. Осталась минута до открытия нью-йоркской сессии. Итак, что мы имеем? Прежде чем откроется нью-йоркская сессия, мы должны сделать анализ. Какая ликвидность находится у нас на buy-сайде и какая ликвидность находится в sell-сайде. Мы должны отметить наши POI, то есть 15-минутные имбалансы, ордер-блоки. Это потенциальные точки, где цена может получить реакцию и развернуться. Итак, если мы должны иметь всегда у нас в кармане два сценария, прежде чем откроется нью-йоркская сессия. Сценарий на лонг и сценарий в шорт. Если, допустим, сценарий в лонг, то в таком случае цена должна сначала сделать манипуляцию в шорт, собрать ликвидность и протестировать наш POI от старшего таймфрейма. Это и балансы, инверсионные балансы, ордер-блоки, либо брейкер-блок. И после него мы должны увидеть слом структуры, подтверждение SMT-дивергенции, и только после этого мы можем входить. А если у нас сценарий шортовый, то мы должны увидеть сначала реакцию, то есть сначала движение в buy side, зачистку ликвидности, тест POI от старшего таймфрейма, имбаланс, ордер-блок, либо инверсионный имбаланс, затем SMT-дивергенцию, слом структуры и вход от имбаланса, либо от инверсионного имбаланса. Понятно, да? У нас есть два сценария на любой разворот. Итак, начинаем. Открылась, вот у нас Equity Open, 9:30. И первым делом, что делает цена? Цена забирает вот эту ликвидность с sell-сайда и тестирует 15-минутный имбаланс. Ясно, да? Вот эту ликвидность. Так, вот. Эта ликвидность, это с sell-сайда сразу мы зачистили первым же движением. Ждем теперь дальше. Итак, мы имеем сразу здесь же SMT-дивергенцию. Вот она. Вот она. Ну а ликвидность, вот эта sell-side ликвидность, она еще не зачищена. Если мы имеем в виду то, что лонговый сценарий, то манипуляция еще не завершилась. Мы только в первом движении забрали эти ликвиды, но основной ликвид это вот этот сессионный ликвид
ликвид ланча. Либо, если мы намерены падать ниже, мы должны забрать хотя бы вот эту ликвидность на одном из двух активов. На NASDAQ либо S&P 500. Вот. Окей. Если мы будем смотреть на вот это движение как на манипуляционное движение, то мы сразу должны отмечать свои важные уровни. То есть эта серия Dow Close Candles является уровнем цист. Вот этот уровень цист. И плюс, так, мы забираем ликвидность, вот эту сессионную ликвидность, и так как эти три свечи, они слишком широкие, поэтому нам лучше брать именно последнюю свечу, которая и забрала ликвидность, и от нее уже тянуть наш уровень циста. Мы имеем уже SMT-дивергенцию вот тут, вот она. Плюс есть еще также, можем вот так, это у нас SMT Direction, это SMT Direction. Далее вот это SMT Momentum. Вот он. Так, следующая свеча. Можем вот так отметить. Так. Да, SMT Momentum есть. То есть еще одно подтверждение разворота тренда. Осталось дождаться бычьей свечи, которая поглотит эту медвежью свечу, и тем самым подтвердим слом структуры. Есть. Вот наша бычья свеча поглощает медвежью. Закрываемся над уровнем ЦИС телом свечи. Итак, здесь мы уже должны отметить свои точки входа. Это у нас будет уже инверсионный имбаланс. Это у нас будет ордер блок. Смотрим реакцию цены от ордер блока. Есть первая реакция. Есть вторая реакция. Как только следующая свечка закроется над этим хаем, мы можем открывать шалонговую позицию. Есть. Отсюда мы можем выполнить наш вход. И самый интересный момент еще один, смотрите. Это у нас уровень, диапазон инверсионного имбаланса. И эта свеча закрывается телом над этим диапазоном. Так что здесь мы можем открыть позицию в лонг. И стоп-лосс наш будет стоять. Так, вот тут. И куда мы будем таргетироваться? Так, мы и так здесь стоим на all-time high. Первый наш таргет будет вот эти равные хаи будут. Первый take profit этот уровень. Второй take profit уровень это all-time high. Почему? Потому что смотрим. Наш имбаланс, вот этот единственный, уже мы протестировали. Мы собрали ликвидность sell side. Далее мы здесь обновляем этот all-time high. Вот. Создаем новый higher high. Затем идем делать откатное движение, чтобы собрать ликвидность, которая сформировалась при движении в лонг, и одновременно сбалансировать вот этот наш рейндж, этот high, этот low. То есть вот этот рейндж, чтобы сбалансировать этот рейндж. При этом у нас уже, я сказал, даже SMT-дивергенция есть, все подтверждается. Первый таргет сюда. И стоп у нас стоит вот за этим лоу.
под инверсионным имбалансом. Так. Второй таргет у нас будет уже all-time high. То есть buy side азиатской сессии. Buy side лондонской сессии равный хаи и buy side азиатской сессии. Давайте посмотрим, как цена показала свое движение. Есть первый таргет, мы забрали тут. Вот так надо было сделать, да? Вот. Делаем откат. Все, второй таргет тоже забрали. Вот. Еще раз пробежимся по нашему чек-листу. Вынос и разворот. Вот мы здесь делаем. Вот Нью-Йорк открывается. После открытия цена сразу падает. Мы забираем ликвидность. Тестируем 15-минутный имбаланс. Тут же мы формируем SMT-дивергенцию между NASDAQ и S&P 500. Вот. NASDAQ забирает sell side лондонской сессии, S&P 500 делает fail. Затем у нас формируется SMT моментум, который является сильным подтверждающим сигналом разворота тренда. И после него мы уже ищем тут позиции для входа. Тут мы выполняем вход. У нас есть слом структуры через цист. Вот. И в противоположную сторону. Значит, манипуляция у нас, вот она, в sell side, а основной тренд в buy side. Теперь разберем второй сценарий. Это когда в 9:30 цена снимает ликвидность по тренду, например, вниз в медвежьем рынке. Разворота нет, МСС против тренда не формируется. Работаем по тренду, ждем имбаланс на М1, М5 и входим в том же направлении. Простой образец. Цена снимает стопы и сразу идет дальше по тренду. Понятно, да? И тут 29 минута, минута до открытия эквити Нью-Йорка. Мы отмечаем здесь нашу buy side и sell side ликвидность. Вот наша buy side ликвидность и наша sell side ликвидность тут. В этом сценарии цена должна сделать что? После открытия Нью-Йоркской сессии цена просто начинает двигаться в одну сторону, не делает манипуляционное движение. То есть обманного движения нет. Просто открывается Нью-Йорк и сразу слом по направлению тренда. Вот смотрите, Нью-Йорк открылся, первое движение, мы забрали sell side. И тут мы должны отметить, где у нас будет Market Structure Shift. По тренду. Вот этот low сформировал этот high, то есть самый локальный swing high. Отсюда, значит, именно когда цена пробьет телом вот этот уровень, он и будет для нас сломом структуры. Смотрим дальше. Пока цена находится внутри еще рейнджа, телом свечи не закрылись ни в одну сторону. Есть первая свеча, вот она, которая делает displacement, и закрываемся ниже этого уровня. Вот она. Теперь нам остается здесь дождаться образования имбаланса на минутном таймфрейме. Есть, вот наш имбаланс сформировался. И наша задача теперь просто входить от теста имбаланса. От теста имбаланса. Вот мы тестируем этот имбаланс. Открываю позицию в шортовом направлении. И куда мы можем здесь таргетироваться?
Если мы посмотрим на левую сторону, мы увидим здесь low resistance ликвидность была сформирована, плюс вот тут у нас равные лои. Вот они, прямо равные лои. Поэтому можем смело таргетироваться на эти равные лои. Так, вот сюда. А стоп мы ставим за этот имбаланс. Можем вот так поставить, чтобы RR у нас выходил нормальный. Вот наша точка входа и точка профита. Так, стоп-лосс мы ставим. Итак, мы имеем 1 к 7 RR. Давайте посмотрим, как цена отработает это. Есть. Наш таргет отработан, 1 к 7 win rate есть. Понятно, да? Логика. В этом сценарии цена не делает после 9:30 манипуляцию. Она делает сразу слом структуры по направлению тренда. И дальше нам остается только найти вход от теста имбаланса. Вот он. Подтверждение тут тоже всегда является, дополнительным подтверждением является всегда SMT. Вот тут у нас есть SMT, сформировалась между S&P 500 и NASDAQ. NASDAQ делает манипуляционное движение и собирает всю ликвидность с buy-сайда. Вот она. И тут же у нас формируется SMT-дивергенция. Вот тут. То есть это было подтверждением разворота тренда. То есть вот тут мы были в консолидации, и когда пробили этот уровень консолидации, это SMT было подтверждением, что консолидация завершилась, теперь началась тут фаза расширения. Разберем еще один пример по этому сценарию. Slip and Go. 15 сентября. NASDAQ. И тут вот уже 9:29, осталась 1 минута до открытия equity Нью-Йорка. Что мы имеем к этому моменту? Мы имеем этот low и этот high. Да? То есть ликвидность, вот она, sell side ликвидность, buy side ликвидность. К этому моменту у нас тут сформирована low resistant ликвидность. Тут еще у нас 15-минутный баланс, который не был полностью заполнен. И еще вот эта полка ликвидности, low resistant ликвидности. Что мы имеем на buy side? На buy side у нас ничего нет. Мы находимся на all time high. Единственная ликвидность, которая была, мы уже здесь зачистили до открытия equity, то есть Нью-Йорка. Так, начинаем. Вот у нас Нью-Йорк открылся. И сразу же цена делает что? Пробивает вот этот buy-side уровень и закрепляется телом над предыдущим хаем. Сначала мы тестируем вот этот volume imbalance. Вот этот. Разрыв ликвидности тут. Тестируем и сразу же смещаемся в buy-side, закрываемся телом над предыдущим максимумом. И тут мы смотрим что? Тут мы уже имеем слом структуры, потому что это единственная свеча, которая до этой свечи формировала all-time high, и когда свечка это пробила телом, закрепилась над ним, это уже является сломом структуры. Вот. У нас есть Market Structure Shift, нам осталось дождаться теперь формирования имбаланса, и от теста имбаланса мы можем выполнить вход. Как мы видим, манипуляции не было. Пока что. Вторая свеча, опять импульсивное движение, которое расширяется в лонг. Мы опять закрылись телом над предыдущим хаем, но пока что единственный имбаланс вот тут был сформирован. Вот он. И если цена опустится тестировать этот имбаланс, мы выполним вход. Нет, цена не отпускается пока что. Здесь мы формируем еще один имбаланс. Вот он.
Окей. Есть тест имбаланса. Если цена сейчас опустится ниже и протестирует, мы выполним вход. Ага, цена не опускается. Вот задерживаемся внутри этой свечи. В принципе, у нас есть слом структуры, у нас есть импульсивная, то есть это displacement свечи. Это серия свеч Up Close Candles формирует displacement. Здесь мы можем уже открывать позицию в long. Но так как мы находимся на all-time high, таргетироваться выше уже некуда. Мы не знаем, куда таргетироваться. Так, поэтому здесь к нам на помощь приходит стандартная девиация. Вот она. И первый take profit мы можем поставить вот сюда. Вот здесь. Стоп будем ставить за этот имбаланс. Вот этот. Таргет сюда. Есть. Мы забрали ликвидность. Тейк оформили. Еще раз пройдемся по чек-листу. Вот цена снимает стопы. Вот тут были размещены стопы. Простой образец. Цена снимает стопы и сразу идет дальше по тренду. Вот. Мы сняли стопы и сразу дальше пошли по тренду. При этом мы сформировали два имбаланса, один из которых не был протестирован, и этот имбаланс остался как breakaway gap у нас. И этот имбаланс мы протестировали, и отсюда же выполнили вход. Вот. 1 к 7 есть. Рассмотрим еще один пример по этому сценарию. 9:29, осталось минута до открытия нью-йоркской сессии. И мы сразу отмечаем нашу ликвидность. Вот здесь у нас buy side, ликвидность. Можем вот этот high взять. И мы имеем в sell side вот эти лои. Вот они. Теперь мы должны увидеть, что сделает цена в первую очередь. Мы отмечаем, этот high был сформирован вот этим low. То есть, если цена пробьет этот уровень, у нас будет слом структуры. Да. И также, так, если цена пробьет этот уровень в лонговом направлении, у нас будет слом структуры здесь. Поехали. Открылся Нью-Йорк. Мы не снимаем buy side ликвидность, пока еще не сняли. Мы двигаемся сразу в шортовом направлении. Опс, мы сначала пробили фитилем, но телом пока еще не пробили этот диапазон. Нам нужно, чтобы свеча закрылась телом именно под этим диапазоном. Есть, смотрим. Это свеча displacement, большая, широкая, длинная свеча, импульсивная, и закрылась телом под этим уровнем. Теперь нам нужно, чтобы нам сформировали имбаланс. Так, вот у нас здесь образовался имбаланс. Вот он. И теперь у нас есть слом структуры по направлению тренда. Не было манипуляционного движения. Вот оно. У нас, значит, этот сценарий работает пока что. То есть, как говорят на английском, in play. Мы протестировали имбаланс, и имбаланс удерживает свечу. Она закрывается внутри. Можем сразу открыть позицию в шорт. Стоп ставим. Так,
за эту же свечу, за имбаланс этот. Потому что не должна перебить, цена не должна перебить вот этот диапазон имбаланса телом. И куда мы будем теперь ставить свои таргеты? Что мы имеем слева? Так, мы имеем полностью полку сессионной ликвидности. Вот у нас ликвидность AM-сессии, здесь лондонская сессия и азиатская сессия. Плюс у нас previous day low. Вот, low предыдущего дня. Вот полка, целая полка ликвидности. Итак, первым таргетом здесь мы тут входим. Первый таргет у нас будет находиться вот sell side Лондона. Второй таргет будет sell side Азии. Вот этот таргет. И последним таргетом будет лоу предыдущего дня. Вот он. Если цена начнет падать дальше, продолжение будет шортов, мы можем воспользоваться этими таргетами. Итак, здесь мы выполнили вход. Тут у нас стоп. Окей, стоп можем вот сюда передвинуть за эту свечу. Итак, первый таргет у нас здесь уже получается 1 к 6 РР. И это у нас sell side лондонской сессии. Вот он. Давайте посмотрим, что было дальше. Мы сразу же... О, отлично прям. Первый таргет мы забрали. Вот тут. Второй таргет у нас будет теперь sell side азиатской сессии. Вот здесь. Так, сюда, это так. Так. И это сюда. Здесь у нас уже РР будет 1 к 8. Давайте посмотрим. Есть. И последний таргет у нас sell side предыдущего дня. Ну-ка. Есть, мы забрали. Вот. Итак, у нас тут РР 1 к 12. Вот таким вот образом можно работать по этой модели. Сегодня вы увидели лишь один модуль. Это только часть картины. Чтобы понять полный алгоритм торговли на новостях, нужно соединить все модули в единую систему. В моем курсе мы разберем, как рынок ведет себя в разные новостные сессии, как отличить ложные движения от настоящего импульса тренда, как реагировать на FOMS, NFP и другие ключевые события, как строить сделки с высоким РР и минимальными рисками. Я беру максимум 5 студентов, у кого есть уже хорошая база по ICT. Это будет интенсивное обучение, где каждый модуль – это новый слой понимания, без которого система не будет полной. Если вас заинтересовал этот курс и вы хотите попасть в закрытую группу, пишите мне в Telegram. Ссылка в Telegram закреплена у меня в шапке. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Здесь будут самые эксклюзивные видео, которые редко либо сложно будет найти в русскоязычном сегменте YouTube.